Россия применила новое оружие по Украине. Срочное обращение к ВСУ требует помощи. Флот РФ наносит удар огонь с фрегата Черноморского флота у берегов Британии. Новый скандал. Дроном по президенту, эвакуация военных и гостей и нападение на резиденцию. Силовики сорвали покушение. Тревога у Белого дома. Отход с позиции, армия выводит войска, переброска авиации началась. Захват зданий и потеря территорий. Тяжелый сценарий по Константиновке. Сотни солдат пошли на прорыв. Самолетопад, авиакатастрофа на западе Украины. Слезы Зеленского, плач президента Украины, тяжелые приказы. Турция зовет Путина на переговоры, предложение Кремля отвергнуто. Москва требует полной капитуляции и скандал между союзниками. Трамп призвал Нетаньяху настроить прицел. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 17 июня на календаре. Спасибо за вашу активность. Многие из вас пишут, что чаще на главной странице YouTube вам показываются старые выпуски. У меня точно так же, и поэтому спасибо тем, кто находит новые выпуски вручную и ежедневно, прописывая в строке поиска «Время Прядко» или же делает это через подписки. Спасибо, я начинаю. Неприкосновенный представитель Российской империи в Украине, Киево-Печерская лавра, остается местом хранения праха премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. И даже на фоне недавней атаки, в результате которой горел Успенский собор, решение о его переносе не рассматривается. Об этом заявил директор национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко. Отвечая на вопрос журналиста, когда прах Столыпина заберут из лавры, Остапенко объяснил, этот вопрос поднимался еще в 2023 году, но правнук покойного обратился к Зеленскому с личной просьбой. В настоящее время к президенту Украины обратился правнук Столыпина, который занимает проукраинскую позицию, и выразил свои аргументы с просьбой все-таки не трогать Столыпина. По его мнению, он был реформатором, пытавшимся изменить Российскую империю, и есть сейчас такая негласная позиция, что это памятка, это захоронение, и давайте до конца войны его не трогать. Напомню, Столыпина застрелили в сентябре 1911 года в Киевском оперном театре. Он похоронен рядом с трапезным храмом Киево-Печерской лавры. Россия применила по Украине новое оружие, и на этот раз это не ракета «Бандероль», которой несколько дней назад ударили по Киеву, а новый гибрид дрона. Советник министра обороны Украины Сергей Флеш-Бескреснов опубликовал фото нового БПЛА РФ. Он пишет, далее цитата, «Герань переспала с Герберой, и вот что из этого вышло». Кроме того, Бескреснов обратился к ВСУ. «Ребята на перехватчиках, кто увидит такой БПЛА, напишите, пожалуйста. Есть несколько версий относительно того, почему появился гибрид». Российские Z-паблики при этом также признают, что в небе новый многоцелевой дрон Гербера-2. У беспилотника появились вертикальные стабилизаторы, как у Герани Шахеда, и, вероятно, модернизировано крыло. Большая потеря Украины. Накануне вечером в Хмельницкой области на западе страны разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ. Летчик Богдан Загорулько и штурман Богдан Бабенко, которые находились на борту, погибли. Информацию подтвердили в украинском Минобороны. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Командование воздушных сил сообщило, что экипаж погиб, выполняя боевое задание в Хмельницкой области. На месте крушения работают спасательные службы и правоохранительные органы. Выясняются обстоятельства и причины этой авиакатастрофы. Напомню, днем ранее Россия и США потеряли свои ракетоносцы. Путин на пике. Россия продает сырую нефть рекордно высокими темпами. Уже несколько недель подряд Россия экспортирует почти 4 миллиона баррелей черного золота в сутки. Это выше средних уровней всех лет после 2022 года. Об этом пишет Bloomberg. Издание проанализировало причины всплеска нефтяных продаж. Первая причина – это удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Только в этом месяце атаковано минимум 6 российских НПЗ. Нефть, которую невозможно переработать в стране ввиду разрушенных мощностей, все чаще уходит напрямую на экспорт, отмечает издание. С другой стороны, на руку Кремлю сыграла война на Ближнем Востоке и заблокированный до недавнего времени Ормузский пролив.
Когда путь для нефтяных танкеров был закрыт, мировые нефтепереработчики впали в настоящую панику и бросились в лихорадочные поиски любой альтернативы. И тут на помощь Кремлю неожиданно пришел Трамп, напоминает Bloomberg. Он приостановил действие санкций против российских поставок. Это мгновенно открыло шлюзы, особенно для индийских переработчиков, которые теперь резко наращивают закупки российской нефти, говорится в публикации. Цитирую. При этом объемы российской нефти на танкерах с указанием пунктов назначения в Китай и Индию в последние недели снижаются, однако доля грузов без конечного пункта назначения резко выросла, что со временем может изменить текущую картину. Но нефтяной пик вскоре может стать тупиком для России. Об этом пишет уже Financial Times, акцентируя на том, что лидеры Большой Семерки на саммите во Франции договорились резко усилить давление на Россию, включая новые санкции против экспорта нефти и газа. Консенсус достигнут на сессии по Украине. Ранее президент США также на саммите G7 прямо заявил, что сделка с Ираном и открытие Ормузского пролива позволяют вернуть полноценные санкции против российской нефти. Две встречи с Трампом и план по встрече с Путиным. Зеленский 17 июня собирается вновь поговорить с американским президентом. Тот уже накануне дал понять, теперь вновь возвращается к украинскому вопросу. На полях саммита G7 представители Киева и Вашингтона проведут ряд встреч на разных уровнях. При этом накануне, как вы уже слышали, Трамп призвал Путина заключить сделку. А Зеленский заявил, что если боевые действия продолжатся, то Россию ждет, далее цитата, «ужасная зима». Он вновь повторил, что готов к встрече с Путиным, но отверг его предложение о прилете в Москву. Говорит, что это Путину пора выехать в мир – в Турцию, в Швейцарию или на Ближний Восток. Песков же накануне вновь повторил, Путин хочет говорить на своей территории, то есть в Москве. Кроме того, в интервью Рейтер, которое сейчас активно цитирует мировые медиа, Зеленский рассказал о том, когда и почему плачет. Нет, если серьезно, между нами говоря, я обычный человек, и происходит очень много разных моментов. Почти каждый день большие потери на фронте, гибнут мирные жители, происходят абсолютно безумные атаки против наших людей. Очень тяжело, когда мне приходится отдавать приказы и говорить с матерями и отцами, которые потеряли своих детей. В такие моменты, честно говоря, я часто плачу. Потеря позиций и территорий. Ситуация вокруг Константиновки для ВСУ стремительно ухудшается и идет по самому тяжелому сценарию. Это цитата из отчета аналитиков мониторингового канала Deep State. Российская армия массово заводит пехоту в городскую застройку, постепенно расширяя зоны контроля. Основной удар направлен на северный перешеек, потеря которого может фактически разрезать город и поставить под угрозу снабжение украинских войск. Одновременно российские войска массированно разрушают Константиновку, превращая ее в руины, из-за чего удерживать позиции украинским военным не представляется возможным, говорится в сообщении. Мониторинговый канал пишет, что борьба пока продолжается, но потеря города неизбежна. Когда падет Константиновка, а это вопрос времени, следующей будет Дружковка, которая сейчас играет крайне важную логистическую роль, а за ней уже Краматорск. Как только Константиновка перейдет под контроль противника, логистика для сил обороны в данном районе кардинально изменится. Возникнут дополнительные трудности с любыми перемещениями, а само пребывание даже в Краматорске станет чрезвычайно опасным, где свою работу уже будут выполнять вражеские пилоты. При этом украинские военные непосредственно с поля боя озвучивают несколько противоположные прогнозы. Уверяют, что не все так критично, а в самом городе находятся чуть больше сотни российских военных. Генштаб ВСУ пишет, что на Константиновском направлении происходят штурмы и атаки РФ. За последние сутки их было в районе 10, а российская Минобороны уверяет, что военные РФ заняли уже 120 зданий в Константиновке и пишут об окружении украинских военных. Турция хочет остановить войну и зовет Путина и Зеленского на тет-а-тет. Анкара готова вновь стать посредником между Киевом и Москвой или предоставить площадку для переговоров, заявил накануне турецкий министр иностранных дел Фидан. Его слова прозвучали во время встречи с главой МИД России Лавровым. Анкару, говорит Фидан, тревожит нарастающая эскалация, особенно удары в глубоком тылу и риски для судоходства в Черном море, которые могут затронуть интересы третьих стран. Он подчеркнул, что дальнейшее расширение конфликта необходимо предотвратить, а Турция готова сделать все возможное для его завершения. Фидан уточняет, что Турция передала официальное обращение Путину. Послушайте. Я
Я передал господину Лаврову, что наша страна готова для очередных дипломатических переговоров на нашей стороне. Мы считаем, что Россия и Украина должны вернуться к дипломатическому столу. Если стороны придут к согласию, мы готовы оказать содействие для более результативных переговоров. Россия ценит дипломатические усилия Турции, сказал Лавров, однако вновь дал понять, Москве необходимо, чтобы Зеленский пошел на ее условия. Те условия, которые на Банковой считают капитуляцией. Лавров вновь намекает на территории, вывод войск, далее цитата, «устранение первопричин конфликта», и в том числе, как выразился Лавров, речь идет о втягивании Украины в НАТО. Также Кремль требует от Киева защиты прав русскоязычного населения и Украинской православной церкви. Вступать в ЕС, по мнению Москвы, Украине тоже не надо, потому что Евросоюз из экономического блока превращается в военный, резюмировал Лавров. Флот РФ открыл огонь в Ла-Манше у берегов Великобритании. По данным The Telegraph, инцидент произошел с участием российского фрегата «Адмирал Григорович» и британской гражданской яхты, которая принадлежит паре британских пенсионеров, примерно в 20 морских милях от острова Уайт. После происшествия к судну направили катер Королевского флота для проверки обстоятельств и безопасности экипажа. Огонь был предупредительным, пишет британская пресса. Пострадавших и повреждений не зафиксировано. Инцидент произошел всего через 2 дня после операции британских военных против российского танкера теневого флота «Смиртес» и на фоне саммита G7 во Франции. Адмирал Григорович, напомню, в последние недели неоднократно фиксировали у британских берегов во время сопровождения российских нефтяных танкеров. Подробности того, что именно произошло между яхтой и российским фрегатом, описывает, опять же, британский The Telegraph. Цитирую. Источники сообщили газете, что яхта начала дрейфовать в сторону адмирала Григоровича и получила несколько предупреждений от российского корабля с требованием не приближаться, однако судно продолжило дрейф, после чего российский фрегат произвел предупредительные выстрелы. Минобороны РФ подтвердила инцидент и заявляет, что действовали согласно правилам предупреждения столкновения судов. Пускали сигнальные ракеты, вызывали яхту на связь по радиосигналу, давали звуковые сигналы, а уже после открыли огонь, говорится в заявлении. Также процитирую. После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. Покушение на президента и ликвидация высокопоставленных военных и друзей главы государства Трампа вновь хотели убить. ФБР заявляет о срыве покушения на него в день его рождения и во время турнира UFC Freedom 250, который проходил прямо на территории Белого дома. По данным следствия, в заговоре могли участвовать как минимум 23 человека, а план включал атаку дронами со взрывчаткой по зданиям рядом с ареной и участие снайперов. Я бы сказал, что заговор был уникален из-за количества вовлеченных людей и уровня планирования. К счастью, наше подразделение по пресечению угроз очень рано взялось за это дело и подключило партнеров. Работа над такими делами – это дело всего правительства. Они не происходят в вакууме. Но да, это был активный заговор, который по имеющимся данным включал планы использования дронов, снайперов и так далее. На данный момент задержаны 5 человек, расследование охватило не менее 12 отделений ФБР по всей стране. У одного из подозреваемых, 19-летнего Тайсона Пропора, изъяли винтовки, тактическое снаряжение и тысячи патронов. Следователи также обнаружили переписки в сигнале, где обсуждались позиции снайперов и дронов, маршруты отхода, точки сбора и закупка дополнительных беспилотников со взрывчаткой. Вот каким образом собирались действовать стрелки у резиденции президента. Цитирую. По словам официальных лиц, предполагаемый план включал использование начиненных взрывчаткой беспилотников для нанесения ударов по зданиям рядом с мероприятием, чтобы спровоцировать массовую эвакуацию и направить толпу к заранее размещенной группе снайперов. Затем, по данным официальных лиц, предположительно планировалась вторая волна штурма ворот Белого дома. Отмечу, что в день рождения Трампа на территории Белого дома было более 4000 человек, из них 1500 – это военные США. Заговор был сорван за несколько дней до дня рождения Трампа, некоторых подозреваемых сдали родственники.
Нетаньяху получил отворот-поворот. США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил израильский телеканал N12. Это означает, говорится в материале, что Нетаньяху до сих пор не знает всех деталей соглашения, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшую пятницу в Швейцарии. В то же время Рейтер пишет, что Хизбалла получила от своего союзника Ирана гарантии, что на следующем этапе переговоров с США Тегеран будет добиваться вывода израильских войск из Ливана. В пресс-службе группировки подчеркнули, никакой ядерной сделки между Ираном и Соединенными Штатами не будет, если Цахал не покинет Ливан. По данным Associated Press, спорного пункта вообще нет в соглашении. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности и знакомый с основными положениями соглашения, ранее отмечал, что документ не предусматривает вывода израильских войск. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Израиль останется в Ливане столько, сколько потребуется. Тем временем Трамп снова жестко прошелся по Нетаньяху. На полях саммита Большой Семерки во французском Эвиане президент США открыто подверг сомнению методы Биби в Ливане. По его словам, Израиль слишком долго воюет с Хизбаллой и слишком много людей из-за этого гибнет. Далее цитата. «Не нужно сносить целый жилой дом каждый раз, когда вы кого-то ищете, потому что в этих квартирах живут люди, и далеко не все они сторонники Хизбаллы». Конец цитаты. Также глава Белого дома допустил, что Сирия вполне способна сама разобраться с группировкой, если Израиль не может проводить такие операции, не уничтожая всех остальных. При этом Трамп напомнил союзнику, как тот унижался перед президентом Обамой, умоляя его не подписывать договор с Тегераном об ограничении ядерной программы Ирана. «Без нас, без Соединенных Штатов, Израиля бы не существовало. Без меня Израиля бы не существовало, потому что ни один другой президент не был готов сделать то, что сделал я. У меня всегда были отличные отношения с Биби, но сейчас Биби должен действовать более ответственно в отношении Ливана». США начали сворачивать военную авиацию в Израиле на фоне сделки с Ираном. Войска отступают, об этом сообщает израильский 7-й канал. По его данным, американские военные готовятся эвакуировать часть самолетов-заправщиков. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда напомню, мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий, сделаете репост и подпишитесь на канал. До встречи уже завтра.